Сегодня в выпуске. Люди снова сходят с ума из-за предполагаемых отношений Дженни и Тэхёна. Кроме того, сам вышеупомянутый Тэхён стал моделью одного бренда, а также сразил всех наповал своим взглядом. Участник Кортис признался, что кое-кто из BTS помог принять ему судьбоносное решение, а мошенник, который ограбил Чонгука, арестован. Рекорды победы и достижения у Blackpink, Huntrix, Extraordinary Heroes, Stray Kids и не только. Blackpink вошли в историю со своим недавним концертом, а Stray Kids рассказали про свой новый альбом. Красотология брендоводства при поддержке Мингю, Эскупа, Чайну и Феликса из Stray Kids. Песня Stray Kids признана непригодной для трансляции. Эйдор наняли нового гендиректора, а Belift Lab объявляет в том, что они пренебрегают одним участником ENHYPEN. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 279. Как обычно, все ссылки на экране, я вас прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма, а ниже комментарии. Не забывайте, если хотите поддержать каналы, Boosty, Donation Alert, ссылки в описании. Donation Alert для разовой помощи, Boosty для еще раннего доступа для вас к различным интересным видосам, ну и так далее. Кроме того, тут защитный баннер висит, от чего-то защищает, что-то рассказывает. Это уже древние надписи, которые никто не может расшифровать из тех, для кого они предназначены. Но мы надеемся, зря надеемся, те, кому они предназначены, все равно ничего не поймут. Ладно, не будем о грустном. Как обычно, с вами Максим, новости индустрии, и мы начинаем. Поехали. Belift Lab обвиняет в том, что они пренебрегают участникам ENHYPEN. Давайте подробней. 21 августа 2025 года хэштег Belift Respect Nicki стремительно захватил соцсети, выражая растущее негодование фанатов ENHYPEN. Они обвиняют агентство в систематическом исключении самого молодого участника группы из промо-мероприятий, интервью и другой деятельности. Поводом для волны критики стало интервью для InStyle, опубликованное 20 августа 2025 года, где каждый участник комментировал свои сообщения до дебюта, однако Nicki в материале полностью отсутствовал. Его преддебютный клип был удален, а имя искажено в тегах, что лишь подлило масло в огонь. По словам фанатов, этот случай не единичная ошибка, а часть постоянной модели поведения. Упоминания Nicki в интервью, брендовом контенте и СМИ периодически оказываются менее заметными по сравнению с другими участниками. В мгновение ока социальные сети запланили хэштеги с требованием равного отношения и призывом Belift Lab исправить то, что фанаты называют, цитата, «продолжающимся пренебрежением». Были приведены несколько примеров, произошедших только в этом году, которые усилили беспокойство и гнев фанатов. Nicki якобы исключали из интервью, групповых фотографий, опубликованных на Навье и Billboard, и даже из рекламной кампании для Cadbury. Пользователь Nicki Global написал: «Мы настоятельно требуем от Belift Lab принять меры и относиться к Nicki справедливо, как к члену ENHYPEN. Belift Lab, уважайте Nicki». Фанаты также указали, что Nicki лишь один раз был указан как хореограф песни группы. Они осуждают нехватку возможностей для его участия в корейских развлекательных шоу и мероприятиях брендов, а также отмечают, что у него не было индивидуального контракта более года. В социальных сетях публикации полны гнева и разочарования. Фанаты считают, что агентство не выполняет свою роль по обеспечению равноправного продвижения и защиты всех участников. Вот лишь некоторые комментарии. Только представьте, иметь такое влияние, а Belift продолжает его исключать, демонстрируя свою ксенофобию. С нас достаточно! Такой уровень уважения просто безумен. Дайте своим артистам настоящую платформу и поддержку. Как долго это будет продолжаться, Belift Lab? Сколько можно плохо обращаться с вашими артистами без каких-либо конкретных действий? Мы просто хотим, чтобы вы относились к ним справедливо. С нас довольно агентство, которое должно защищать и продвигать своих артистов, но вместо этого только принижает, выставляет их на показ и дискредитирует их. Почему фанаты должны делать работу агентства? Nicki тоже заслуживает возможностей и внимания. Напомню, Нишимура Рики, известный как Nicki, родился в Японии в 2005 году и присоединился к Belift Lab в 2019 году. Он дебютировал в составе ENHYPEN в ноябре 2020 года, заняв 4-е место в шоу на выживании Island. Будучи самым молодым участником, он быстро зарекомендовал себя как талантливый танцор с ярким сценическим присутствием. Ну, в общем, такая вот история. Как вы считаете, пренебрегают, не пренебрегают, есть ли там ксенофобия? Конечно, если вспоминать отношения между Кореей и Японией, или Японией и Китаем, то, конечно, определенные вопросы до сих пор остаются. Лучше их даже не поднимать, такое, там, не для озвучивания на YouTube, так сказать. В рамках наших роликов, по крайней мере. Поэтому будем надеяться на лучшее, что агентство начнет продвигать своего артиста, и двигаемся дальше. Эйдор назначили нового гендиректора, давайте подробней. Эйдор, дочерняя компания Hype, назначила нового SEO. 20 августа лейбл объявил о назначении вице-президента Ли До Гём новым гендиректором. Комментируя это решение, Эйдор сказали следующее.
Этот шаг направлен на дальнейшее укрепление позиций лейбла как компании, занимающейся планированием и управлением деятельности артистов, включая выпуск альбомов и проведение концертов. Ранее, в августе прошлого года, Эйдор назначили специалиста по управлению персоналом Ким Джу Йон гендиректором. Это позволило разделить производство и менеджмент, а также стабилизировать организационную структуру за счет соответствующей реструктуризации персонала. Достигнув этих целей, совет директоров теперь решил перейти к системе, которая позволит более оперативно поддерживать деятельность артистов и рост бизнеса, доверив эту роль руководителю с практическим опытом управления лейблами. Ну и дальше там небольшой послужной список. В общем, человек, которого назначили, имеет опыт, так что можно поздравить с этим компанию Эйдор, но остается открытым вопрос другой. А как же там самая главная группа Эйдор поживает, что там у них с бесконечными судами? Это пока неизвестно. Двигаемся дальше. Песню группы Stray Kids забанили. Как, зачем и почему, давайте подробнее. 20 августа комиссия по рассмотрению музыки KBS признала трек Bleep непригодным для трансляции из-за текста. По данным телеканала, причиной запрета стало наличие выражений, цитата, пропагандирующих антисоциальные или нездоровые ценности. Bleep, спродюсированный внутренним юнитом группы Фейрача Банчан Чан Бинхан, станет открывающим треком 4-го полноформатного альбома Karma. Ну, уже релиз состоялся альбома, уже вчера у меня, у вас еще раньше. Так что, да. Это из нового альбома, который вышел 22 августа, ну, по традиции у меня 23 сегодня. Ранее в этом месяце компания JYP Entertainment представила тизер песни Bleep, описав ее как смелую и остроумную интерпретацию, в которой участники группы выступают в роли шерифов, отмечающих негативные слова, такие как неудачник, хрупкий, ленивый, неясный, слухи, бумеры, с помощью сканеров штрих-кодов, символически отменяя негатив крутым и стильным способом. Несмотря на решение KBS, Stray Kids не будут менять текст песни или отправлять ее на повторную оценку. Представитель JYP сообщил Star News, что поскольку группа сосредоточится на продвижении заглавного трека от Ceremony, пересматривать Bleep не планируется. Стоит отметить, что кроме Bleep, все остальные песни из альбома Karma прошли проверку KBS. В тот же день телеканал также запретил несколько песен других артистов, включая Chaotic and Confused, Chon Sumi и еще несколько композиций других артистов. Karma станет первым полноформатным альбомом Stray Kids, уже стал после Five Star 2023 года. И хотя Bleep не сможет попасть в эфир KBS, фанаты с нетерпением ждут, что будет дальше. Ну, вот, кстати, волевое решение. Ну, вещательная компания сказала нельзя. Ну и ладно, у нас есть другие треки. К тому же это даже не заглавка, а бисайд. Поэтому все. Все в порядке. По крайней мере, со стороны JYP и Stray Kids. Потому что некоторые артисты, даже из других больших компаний типа Hype, меняли иногда тексты, кто-то не менял. Тут не угадаешь. Наверное, взвесив все за и против, поняли JYP Entertainment и Stray Kids, что потерять не так уж и много от того, что на KBS этой песни не будет. Так что Stray Kids, всего хорошего и двигаемся дальше. А помните, когда Чонгука хакер один обокрал? Так вот, его арестовали, давайте подробней. Гражданин Китая, обвиняемый в организации масштабной хакерской схемы, в результате которой было похищено 28 миллионов долларов со счета финансовых и виртуальных активов известных южнокорейцев, включая Чонгук из BTS, был арестован в Таиланде и экстрадирован в Сеул. По данным Министерства юстиции Южной Кореи, 34-летний подозреваемый, известный как Эй, был экстрадирован из Бангкока в международный аэропорт Инчхон в 5:05 22 августа. Власти заявили, что Эй организовал международную хакерскую группировку, которая в период с августа 23 года по январь 24 проникала на множество веб-сайтов, в том числе крупных операторов связи. Группа незаконно собирала персональные данные, использовала их для открытия мобильных счетов на украденные личности и переводила средства с финансовых и криптовалютных счетов. Храните деньги в сберегательной банке 3-литровой стеклянной. Среди жертв были председатели советов директоров корпораций, гендиректоры венчурных компаний и известные люди. Чонгук из BTS стал одной из таких вот известных жертв. Вскоре после того, как в январе прошлого года он был призван на военную службу, хакеры украли с его счета 33 500 акций Hype на сумму около 6,2 миллионов долларов США. Хакеры продали 500 таких акций на сумму около 92 тысяч долларов в третьей стране. Однако лейбл Hype Big Hit Music быстро заблокировал аккаунт, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Команда юристов Чонгука подала иск о возврате акций, и Западный окружной суд Сеула позже вынес решение в его пользу, постановив, что законная передача акций не состоялась и обязав покупателя вернуть акции. Следователи столичной полиции Сеула, сотрудничающие с Интерполом, отследили перемещение Эй и в апреле узнали, что он въехал в Таиланд. Затем южнокорейские власти запросили его временный арест для экстрадиции, чтобы срочно задержать подозреваемого до официального запроса об экстрадиции. Тайские власти задержали Эй через 2 недели, после чего его передали властям Сеула. Полиция Сеула планирует допросить Эй, проанализировать изъятые материалы и получить официальный ордер на арест. Представитель Министерства юстиции заявил, что правительство будет продолжать преследовать и строго наказывать зарубежные хакерские организации, занимающиеся голосовым фишингом и онлайн-мошенничеством до самого конца. Такая вот история с ожидаемым хэппи-эндом, в плане того, что скорее всего человека арестуют, потому что это вопрос времени уже, когда
доказательства все соберут. Так что справедливость в этот раз восторжествовала. Ну, будем, по крайней мере, на это надеяться, что не появится каких-то обстоятельств, из-за которых человека отпустят и скажут: ну ладно, он не виноват. Ну, виноват. Не надо красть чужие деньги. Надо зарабатывать свои. Так что всем пострадавшим будем надеяться, что вернут деньги, включая Чонгука из BTS. Счастья, здоровья, двигаемся дальше. Несмотря на то, что было рассказано в прошлом выпуске от лица участника группы TXT по поводу избиений и так далее, TXT продлевают контракты, давайте подробнее. Все участники TXT продолжат свою карьеру с Big Hit Music. 22 августа Big Hit Music объявили, что все 5 участников группы TXT Субин, Йонджун, Бомгю, Тэхён и Хюнинкай продлили свои контракты с агентством. Компания также выразила благодарность от имени айдолов поклонникам МОА за любовь и поддержку. Вот, пожалуйста, полное заявление. Мы рады сообщить, что все 5 участников TXT продлили свои контракты, тем самым TXT сдержали свое обещание МОА идти дальше и дольше. 5 участников выразили свою благодарность, сказав: мы искренне благодарны МОА за то, что они остаются с нами, и мы продолжим стараться изо всех сил. Ну а Big Hit Music, соответственно, продолжит поддерживать пацанов, потому что они вообще ребята, и все будет у них хорошо, и будут они окружены любовью, заботой и бесконечными активностями, судя по словам компании. Будем на это надеяться, успехов парням, и двигаемся дальше. И вот так вот резко и неожиданно мы переходим к красотологии и брендоводству, при этом у нас тут Чайну, который уже вроде как в армии, но вышло кое-что интересное с ним, давайте подробней. В своем последнем официальном интервью перед призывом на военную службу Чайну заста продемонстрировал свою жесткую и дерзкую сторону в сентябрьском выпуске журнала Esquire Korea. Для этой фотосессии Чайну предстал в более дерзком образе с короткой стрижкой и в фирменной одежде от бренда Saint Laurent. На самом деле айдол постригся в середине фотосессии, сказав: я не могу стричься так, как хотел из-за ранних съемок, но поскольку это мой последний график, я хотел оставить несколько снимков с короткой стрижкой. Кроме того, Чайну заверил фанатов: за последние 1-2 года я подготовил несколько проектов, так что мои фанаты не будут сильно скучать по мне, пока меня не будет. В настоящее время скоро состоится премьера фильма «Первая поездка» с участием айдола, а также выйдет новая дорама Netflix «Чудо-дураки». Пожалуйста, фотосессия прилагается. А пока что интервью. Интервьюер, с прошлого раза кажется, что у вас стали шире плечи, будто вы даже подросли. И есть ощущение, что вы в целом выросли как человек, ну то есть и морально, и физически. Рост, конечно, остался прежним, просто, наверное, был в обуви на каблуке. Знаете, вы будто из мальчика превратились в мужчину. Недавно вы надевали костюм скандинавского принца и делали челлендж Сода Поп. Реакция была потрясающей. На фан-митинг компания предложила: давайте сделаем то, что понравится фанатам. То, что они хотят увидеть. И так получилось, что я согласился, ведь мне самому этот проект, Кей-поп охотница на демонов, очень понравился. Костюм так хорошо вам подошел, что это даже удивило. Наверное, вы и сами немного удивились. Я что, в прошлой жизни был принцем? Вы так подумали? Нет, что вы. Но если честно, когда я надел костюм, подумал: выглядит неплохо, мы еще шутили: Хён, ты тоже примерь, и смеялись. Мы-то кто? Я очень близок с менеджером Хёном. Мы все в одной команде, менеджер, визажист, парикмахер, поэтому часто шутим и дурачимся вместе. Вот такое вот небольшое интервью, все фотографии, которые успел, я вам показал. Опять же, хорошей службы артисту, скорейшего возвращения домой, и, как вы поняли, для фанатов он отложил много контента, который будет потихонечку выходить. Некоторая часть контента уже была озвучена в данной новости, так что двигаемся дальше. Далее у нас Феликс из Stray Kids и его розовые волосы, которые очаровали людей, давайте подробней. 22 августа Феликс появился в отеле Силла в Сеуле на мероприятии люксового бренда Louis Vuitton и сразу привлек все взгляды. В тот день он выбрал влажный стиль волос с легким розоватым оттенком, добавив к образу загадочную ауру. Легкая влажная текстура его волос отражала свет и одновременно излучала харизму и свежесть. Голубые линзы создавали ауру, будто затягивающую зрителя внутрь, и полностью захватили внимание публики. Стиль тоже был безупречен. Айдол выбрал полностью черный костюм с широкими брюками, придавшими силуэту изысканность, а серебряные браслеты, ожерелья и массивные кольца стали стильными акцентами и усилили ощущение роскоши. Особенно ярко-платиновый цвет волос засиял на фоне черного костюма, еще больше подчеркивая черты лица Феликса. Пожалуйста, все черты лица предоставлены на экране. Феликс продемонстрировал не сценическую харизму, а элегантную мужественность. Его взгляд вызвал восторженные комментарии. Кстати, про комментарии добавим сюда еще и те, которые были у людей, когда они вообще впервые увидели эти волосы еще на церемонии награждения, про которые мы поговорим позже. В общем, все комментарии подряд. Просто смотришь и тонешь в этих глазах. Вау, он выглядит таким хорошеньким, но при этом у него очень низкий голос. Это несправедливо. Серьезно, такой красивый эльф в реальной жизни. Почему такой красивый? Слишком красивый. Выглядит как айдол из женской группы, лол. Ни одна фея не сравнится. А как же фея спойлеров, ты мин? Вау, такой прекрасный. Такое лицо само по себе талант. Красивый по-мужски, но в то же время и миловидный. Эта красота вообще реальна? Мне так нравится его розовый цвет волос. Все в нем такое нереальное. Эти розовые волосы ему очень идут.
и многие другие комментарии. В общем, как вам новый стиль Феликса, пишите в комментариях. Ну, по факту, это тот же Феликс остался, просто чуть-чуть другой цвет волос. Но по-прежнему хороший, по-прежнему у него низкий голос, а куда же он денется, это же особенности физиологии. Так что артисту всего хорошего, двигаемся дальше. Далее у нас Escupes17 принял участие в рекламной кампании Boss, давайте подробней. Escupes17 начинает новую главу вместе с премиальным лайфстайл-брендом Boss. А, кстати, есть еще компания Boss, которая электрогитарные педали производит и прочую аппаратуру, ну да ладно. 20 августа бренд представил кампанию осень-зима 2025 года под названием Be The Next, в которой подчеркнул свою философию и показал лидеров нового поколения. В центре кампании фирменное послание Boss Be Your Own Boss и истории восходящих икон, которые прокладывают собственный путь. Escup присоединился к проекту в качестве влиятельного лидера Seventeen. Он воплощает страсть и силу, которые определяют идентичность Boss благодаря своей искренней связи с фанатами и стремлению преодолевать трудности. В образах из коллекции Boss 2025, выполненных в глубоких оттенках и роскошных тканях, Escup передает настроение, сочетающее изысканность и силу. В интервью Happy's Bazaar Korea Idol поделился: «Для меня Be The Next значит быть честным самим собой, неустанно работать и вдохновлять других на этом пути. В конце концов, что действительно важно, так это сам путь, рост и след, который вы оставляете после себя». Кроме Escup в компании приняли участие другие лидеры нового поколения из разных сфер. Актер Аарон Пьер, звезда индийского кино Ишан Хаттер, перспективный теннисист Тейлор Фриц и муза моды Амелия Грей. Каждый из них по-своему воплощает послание Be The Next, привнося в новое послание. Ну, такая небольшая новость. Босс, пришлите мне хоть что-нибудь. Я опять какую-то рекламу озвучил, как будто за деньги, но нет. Хоть пакет какой-нибудь несчастный, но новый, пожалуйста, пришлите. Связывайтесь со мной через рекламный почтовый ящик, я с удовольствием приму от вас такой подарок. А так, Escup по-прежнему хорош. Что еще делать? Оставаться таким же прекрасным и двигаться дальше. Далее у нас мечтательная элегантность от группы iLead, и я уже предчувствую, что буду снова озвучивать чью-то рекламу. Но давайте подробней. iLead появились на обложке сентябрьского выпуска Elle Korea, продемонстрировав свой шарм, напоминающий героинь сказок. 5 участниц Юна, Минджу, Мока, Вонхи и Ироха излучают мечтательную ауру, приковывающий взгляд. Elle представили обложку через свои официальные соцсети, отметив, что это коллаборация с Дмиами. Надев украшения ювелирного бренда, участницы iLead рассказали о своих мечтах, сияющих так же ярко, как и драгоценности, завершив тем самым фотопроект в сказочном стиле. Визуальные образы айдолов наполнены чарующей и нежной атмосферой. В легких белоснежных нарядах и с прямыми длинными волосами участницы идеально воплотили концепцию. В 5 сольных крупных планах тонкие черты и пронизывающие взгляды каждой из них произвели сильное впечатление. Я как будто аудиокнигу стал озвучить. Ладно, вернемся к обычному темпу повествования. Юна поделилась мыслями о том, какое послание хочет передать миру через музыку. Мы хотели передать послание, что каждая может стать волшебной девушкой, как только осознает свой потенциал. Через наш третий мини-альбом Bomb, кажется, многие нашли в этом послании отклик и утешение. В будущем я хочу исполнять еще больше песен, которые будут дарить людям позитивную энергию, уверенно сказала она. Минджу, обращаясь к слушателям, которые включают песни iLead в своей повседневной жизни, призналась: «Так же, как я сама получаю заряд позитива, слушая любимую музыку, мне бы хотелось, чтобы и те, кто слушает iLead, всегда могли находить в наших песнях силу и надежды». Мока, в свою очередь, похвалила своих участниц за усердие. «Невозможно выделить кого-то одного, все девушки прилагают огромные усилия ради больших мечтаний. Мы всегда будем выкладываться на максимум, чтобы показывать на сцене самый отточенный и цельный образ команды», отметила она, выразив свои амбиции. А Вонхи, известная своим теплым и непосредственным образом, благодаря которому ее называют айдолом, другом, поделилась чувствами по этому поводу. «Мне очень нравится это определение. Благодаря тому, что он нас так называет, я тоже могу еще ближе и непринужденнее общаться с публикой и блид», сказала она с нежностью. iLead готовится к официальному дебюту в Японии, который состоится 1 сентября с их первым японским синглом Tokyo Tomare. Оригинальное название, ну, это оно и есть. Следом они проведут фан-концерт 2025 iLead Glitter Day in Japan, который пройдет 3-4 сентября в Osaka Joe Hall. А 14 сентября группа выступит на крупном японском музыкальном фестивале Rock in Japan Festival 2025. В преддверии дебюта с первым японским альбомом в сентябре Ироха поделилась своими ожиданиями. «Хотя уже выступала в Японии, впереди будет еще больше активности, и я бы хотела попробовать себя не только в музыкальном шоу, но и в развлекательных программах. Надеюсь, что нам удастся передать все уникальные стороны каждой участницы», сказала она с воодушевлением. Пожалуйста, фотосессия прилагается, девушки по-прежнему прекрасны, милы и очаровательны, ну а чего еще ожидать? Успехов им в Японии, двигаемся дальше. А далее у нас Mingyu17 и горячая осень. Давайте подробнее. Mingyu17 стал лицом новой деним-компании Calvin Klein. Фотосъемки, особое внимание уделено новым моделям денима и нижнего белья, а также обновленному дизайну логотипа, расширяющему графическую идентику бренда.
Фотосессия, автором которой стал фотограф Торсо, была представлена 19 августа. Мингю демонстрирует обновленные модели бренда в духе 90-х. Легко сохраняя холодное обаяние, Мингю пробуждает желание к культовому дениму бренда. Новые модели наполнены свежей энергией благодаря выразительной графике, тональной стилизации и соблазнительным сочетанием неожиданных базовых вещей, говорится в пресс-релизе Calvin Klein. Это вторая кампания Calvin Klein с участием Айдола в этом году. Ранее он появлялся в съемках сезонов весна 2025 и осень 2024. В новом фото и видеоматериале Мингю примеряет разные образы, включая обновленные модели денима с переработанным фирменным монограммным принтом CK, который придает джинсам и джинсовым курткам чистую и графичную эстетику. На нем можно увидеть культовые джинсы 90-х прямого кроя в винтажном и темном варианте, узкие джинсы с акцентом на облегающий силуэт, джинсы Carpenter прямого кроя из плотного хлопка и джинсы 90-е Taper Jeans с низкой посадкой и более строгим кроем. Также Мингю демонстрирует такие вещи, как джинсовую куртку из 90-х Tracker Jacket, футболку CK Emblem Patch T. В одежде основной акцент сделан на базовые предметы гардероба и вещи с логотипами, включая рубашку в полоску из вискозы с монограммой на груди и футболку монограмм лого T. Для повседневного стиля нижнее белье по-прежнему остается стратегической категорией для бренда. В новой линейке Heritage Cotton, представленный в компании, используются культовые элементы дизайна, включая фирменный пояс с логотипом и винтажные детали, а также очень удобно рекламировать нижнее белье, когда у артиста такой шикарный пресс. Он продолжает посещать спортзал, это уважение. Цитата от артиста: «Я думаю, Calvin Klein это бренд, который любят и носят все, независимо от возраста. Я прекрасно понимаю, какое сильное влияние оказывает бренд на широкую публику, поэтому очень нервничал. Подойду ли я к Calvin Klein, смогу ли я правильно воплотить идентичность бренда? Компания, официальный запуск которой состоится во вторник, будет постепенно появляться на социальных платформах Calvin Klein в течение недели. Ну и все фотографии, которые есть, можно увидеть на экране. Я уже похвалил мускулатуру артиста, молодец, очень здорово следит за собой, мое исключительное уважение. Что касаемо одежды, ну, не на помойке эту одежду взяли, выглядит просто прилично, а дальше уже на ваш вкус и цвет. Если вы любите все джинсовое, наверное, вам должно понравиться. Calvin Klein, жду от вас пакет, контактный почтовый адрес находится в описании под каждым видео. Мингю, всего хорошего и двигаемся дальше. V из BTS назначен моделью бренда и какого, давайте подробнее. Японский бренд одежды для кемпинга Snow Peak представил свою новую модель V из BTS. 21 августа компания Snow Peak выпустила короткий тизер своей новой коллекции под названием «Он идет». В коротком ролике Ви лежит на траве где-то в лесу, намекая на крутую, освежающую визуальную кампанию. Айдол скоро предстанет в новой осенне-зимней кампании Snow Peak. Вот что пишут люди. Ви такой красавчик, и он намного лучше, чем в предыдущей модели Hyunbin, но когда я думаю о Snow Peak, я могу думать только о том, что Ryu Seunbom подходит ему больше всего. Черт, да он чертовски хорош с собой! Я не знаком со Snow Peak, но Ви и его одежда выглядит неплохо. Ви всегда нападает на нас со своим лицом в каждой рекламе. Интересно, могут ли участники BTS сами выбирать рекламу, в которой они хотят участвовать? Мне кажется, что у Ви и Джина больше всего рекламы, а остальные не так активно участвуют, или я не права? У него такое потрясающее лицо. Одежда и сумки Snow Peak выглядят очень стильно. Сумасшествие! Выпустите полную версию! У него такое красивое лицо. Оу, ему постепенно накапливают рекламу. Я слышу, что у всех участников сотни рекламных контрактов, так что они, наверное, все чем-то заняты. Я с нетерпением жду. И многие другие комментарии. В общем, всем все понравилось. Я не знаю этот бренд. Я вообще не особо по брендовой одежде, но предполагаю, что, скорее всего, бренд должен быть как минимум хорошим и популярным, потому что позволить себе такого артиста на модель не каждый себе может позволить. Тавтологическая тавтология, потому что денег за это платить надо достаточно много. Поэтому могу предположить, что у них реально хорошее оборудование и одежды для кемпинга. Любите ли вы кемпинг? Пишите в комментариях. От Ихёна поздравляем с этой коллаборацией, счастья, здоровья ему и всех благ. И вот неожиданное включение прямо с монтажного стола. Новость получила продолжение, поэтому озвучу продолжение. Snow Peak Apparel, бренд, который ценит единение с природой и последовательность, предлагает уникальную чувственность и стиль, основанный на его философии активного отдыха. Представитель Snow Peak Apparel заявил: мы выбрали Ви в качестве модели, потому что его сдержанная харизма, глубокий взгляд и спокойная, но мощная манера поведения идеально соответствуют стремлению бренда к подлинной чувственности в отношении активного отдыха. Естественная аура и чувственный стиль Ви делают его идеальным человеком, который в полной мере олицетворяет природное наследие бренда. Они продолжили. На фотосессии Ви своей яркой харизмой идеально передал безмятежную и аутентичную атмосферу отдыха на природе, к которой стремится бренд. Начиная с этого сезона мы планируем активно расширять присутствие нашего бренда на мировом рынке. Недавно опубликованные фотографии
новой коллекции передает уникальную ауру и энергетику Тэхёна на фоне леса, деревьев и естественного света, создавая изысканный образ, отличающийся от традиционного уличного стиля. Коллекция Snow Peak Apparel осень-зима 2025 с Тэхёном доступна в офлайн-магазинах по всей стране, судя по всему, бренда, где он находится. Фотографии прилагаются, все здорово, все отлично, модели фотограф молодцы, и теперь уж точно счастья, здоровья и всех благ. Как обычно, это не конец ролика, нет, дамы и господа, никуда не уходите, надо же эту бумажку, пока она еще целая и невредима, показывать. Это список прекрасных людей, которые помогают видео выходить. Вот он, список бустеров. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзья, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, за что вам большое спасибо. Далее Бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, милости прошу. Там много, опять же, видео, все в раннем доступе, все, что заблокировано на YouTube, там выходит. И дополнительный контент, я там отвечаю на комментарии. Это единственное место, где отвечаю на комментарии. Так что, да, имейте это в виду. И в личку там можно написать. Ну и это поможет выходить новостям бесперебойно и в адекватном формате, а не в формате «О, надо кинуться срочно на какую-то новость, как только она вышла, и потом ее разоблачили, плевать, лишь бы хайп словить». Нет, мы здесь не такие. Поэтому сидим с маленькими просмотрами. Поэтому поддержка на Бусти очень важна. Далее другие каналы, которые тоже нуждаются в вашей поддержке. Это MPTube, реакции, комментарии к видеороликам со стороны музыканта, звукорежиссера, даже музыкального продюсера, уже учитывая, сколько релизов я спродюсировал за этот год. Так что да, посмотрите, послушайте. Ну, там не будет, конечно, гипертрофированных эмоций с криками и слюной во все стороны летящей, какое это все прекрасное, какое все это великолепное, там типа и визги и прочее. Этого там нет. Иногда бывает, но оно все искреннее. Потому что, когда я говорю вот про такие видосы, когда привожу пример, мне кажется, их психопаты снимают. У нас там психопатов нет. MP Entertainment, музыка моего производства, вот самый свежий релиз, следующий в конце августа, до конца августа это почти нисколько времени не осталось, я уже по дедлайнам просто прогораю по полной, но успею. Ну и Telegram, чтобы не теряться. Это был не конец видео продолжается, это еще не все, дальше новости, надеюсь, теперь все услышали, двигаемся дальше. Далее у нас концертные новости, казалось бы, про группу Playf. Интересно, как же концерт у виртуальной группы проходит, но новость не очень веселая, там кто-то угрожал взрывом или ложный донос сделал, давайте подробнее. Мужчина в возрасте, около 20 лет. Далее Эй был арестован после того, как опубликовал сообщение об угрозе взрыва на предстоящем концерте виртуальной айдол-группы Playf. 20 августа полицейский участок Йоннин-Собу провинции Кёнгидо сообщил, что подозреваемый Эй был задержан по обвинению в публичном запугивании. По данным полиции, 19 августа в 13:50 по корейскому времени мужчина опубликовал в своем личном аккаунте в социальной сети фотографию с рекламы концерта Playf, который должен был состояться в ноябре в Гочок Скайдом, вместе с сообщением «Я установлю бомбу». Цитата: «Господин Эй, мы тут ничего не устанавливаем». Пост с угрозами быстро вызвал обеспокоенность. Заявление об угрозе взрыва быстро было передано в 14:00 по корейскому времени в полицию. Примерно через 2,5 часа они высадили и арестовали Эй в районе Йоннин-Собу. Во время допроса мужчина заявил, что пост был просто шуткой. Ожидается, что дело будет передано в местный полицейский участок, юрисдикция которого располагается на месте его жительства, для дальнейшего расследования. Playf не единственная группа, пострадавшая от ложного сообщения о бомбе. Съемочная группа шоу KBS True TV короткометражный фильм «3 дня» также пришлось приостановить съемки из-за аналогичного инцидента. 15 августа снимался спецвыпуск, посвященный 10-летней годовщине спонтанного интервью, проведенного на станции Айдон 15 августа 2015 года. В то время ведущий брал интервью у 2 студенток колледжа. Вот, но... И недавно тоже на чьем-то концерте, по-моему, Day6, Recien Blue и Lefty Island, кто-то, по-моему, тоже из этих групп попадал в такую ситуацию. Уж точно все не вспомню, все новости запомнить невозможно, но это было в предыдущих выпусках. В общем, никогда не занимайтесь ложными доносами, трижды думайте, что пишете, это вам такое предупреждение, но я знаю, что большинство адекватных людей. Ну а господину Эй, возможно, влепит огромный штраф, а может быть и посадят за... такие вот заявления. Возможно, здесь подойдет одна из следующих поговорок: любишь шутить, люби в разных пакетах в лес выезжать. Ну или скорее в этой ситуации за такие шутки в зубах бывают промежутки. Возможно, в годах свободы. В общем, группе Playf всего хорошего, двигаемся дальше. Далее у нас Blackpink провели концерты, да такие, что аж вошли в историю. Давайте подробней. Blackpink в очередной раз подтвердили свой статус артистов мирового класса, став первой женской кей-поп-группой, выступившей хедлайнерами с сольным концертом на культовом стадионе Уэмбли, который часто называют сценой мечты для артистов. 20 августа агентство YG Entertainment объявило: Blackpink успешно завершили шоу мирового тура Deadline в Великобритании 15-16 числа на стадионе Уэмбли в Лондоне. Стадион Уэмбли принимал легендарное выступление Queen на благотворительном концерте Live Aid в 1985 году, а также концерты таких мировых
суперзвезд, как Майкл Джексон, Бейонсе и Тейлор Свифт. Выступая на этой площадке, Blackpink установили еще одну историческую веху, собрав в общей сложности 110 тысяч поклонников. С первых нот Kill With Love публика взорвалась аплодисментами, приветствуя группу с невероятным энтузиазмом. Участники излучили харизму, открыв концерт своим эффектным присутствием. Они продолжили заряжать публику такими мегахитами, как Pink Venom, How You Like That, Playing With Fire и Shutdown, каждый из которых снискал любовь поклонников по всему миру. Сольные номера, раскрывающие индивидуальность каждой участницы, добавили разнообразия концерту. Исполнение новой песни Jump в полном составе было особенно динамичным и зарядило поклонников энергией. Участницы продемонстрировали мощное выступление под аккомпанемент живого бенда, не давая зрителям скучать. Сценическая постановка в стиле YG, соответствующая масштабу стадиона, повысила общее качество концерта. Великолепные спецэффекты, сенсорная графика и захватывающий фейерверк озарили ночное лондонское небо, усилив эмоциональное воздействие. Кроме того, неожиданное появление FK8 Twins в открывающем VCR-видео Розе и исполнение участницами кавера на песню Spice Girls Wanna Be во время выхода на бис оставили незабываемые впечатления у местных поклонников. Зал громко подпевал, приветствуя артисток овациями и морем розовых лайтстиков. Вспоминая свой путь, Blackpink выразили благодарность. Энергия в Лондоне невероятная, это похоже на сон. Мы здесь на этой сцене благодаря вам, все благодаря Блинкам. Спасибо. После лондонского концерта ведущие международные СМИ отметили достижения Blackpink. Британское издание BBC написало: «Они подтвердили свой статус топовой женской группы мира», а американский журнал Billboard подхватил: «Blackpink напоминает нам, как они стали ведущей герл-группой мира». Тур продолжается, впереди еще Гаосюн, Бангкок, Джакарта, Булакан, Сингапур, Токио и Гонконг, ну и другие города. Так что Blackpink поздравляем с тем, что вошли в историю, выступали на легендарном стадионе. Успехов им и двигаемся дальше. Далее у нас Stray Kids рассказывают про свой новый альбом, планах на будущее, и давайте подробней. 19 августа участники Stray Kids появились в программе Nightline на канале SBS. Банчан, Чанбин и Феликс поговорили о своем предстоящем альбоме Karma, творческом процессе, стоящем за ним, и своих стремлениях в качестве глобальных артистов. Группа рассказала, что Karma, четвертый полноформатный альбом, релиз которого состоялся 22 августа, будет включать 11 треков. Лидер Банчан объяснил, что большая часть альбома была записана во время их рекордного мирового тура Demi. Некоторые песни были подготовлены заранее, но многие были созданы во время тура. Мы привозили с собой оборудование, записывались и работали в гостиничных номерах, поделился Банчан, подчеркнув неустанный трудовой дух группы. Чан Бин представил заглавный трек альбома Ceremony как мощное чествование достижений Stray Kids вместе с их поклонниками. Выступление будет полной энергии. Эта песня отражает наш путь со Stay, все, чего мы достигли вместе, и мы надеемся, что люди смогут насладиться ею с торжественным праздничным настроением, сказал он. Феликс поддержал это чувство, передав искреннее послание поклонникам по всему миру. Я хочу сказать, что каждый чемпион. Я надеюсь, что Stay по всему миру смогут почувствовать настоящее счастье, как в песне Ceremony. Вспоминая свой рекордный мировой тур Dominate по 34 городам, Банчан подчеркнул, насколько значимо для него общение с поклонниками на разных континентах. Особенно запоминающимся моментом стало то, что в зале собирались целые семьи, включая маленьких детей. Это было похоже на фестиваль, и фанаты всех возрастов пришли повеселиться. Эти моменты придали нам столько сил на сцене, вспомнил лидер Stray Kids с улыбкой. На вопрос о целях на будущее Банчан ответил, что он хочет, чтобы единство группы было превыше всего. Карма означает причину и следствие. Я верю, что наши решения и поступки сформировали то, кем мы являемся сегодня. Моя главная цель, чтобы мы с участниками оставались вместе еще долгое-долгое время. Феликс согласился, что мировое признание сопряжено с давлением, но по его мнению, в его основе лежат любовь и поддержка. Конечно, я чувствовал давление, но на самом деле оно исходит от внимания и заботы, которые мы получаем от фанатов по всему миру. Мы им за это глубоко благодарны, ответил он. В то время как Stray Kids готовится открыть эру Karma с выпуском Ceremony и 4-го студийного альбома 22 августа, интервью подчеркивает не только их мастерство и преданность делу, но и крепкую связь, которую они разделяют со Stay по всему миру. Ну, естественно, альбом уже вышел, реакция на Ceremony на канале моем уже появилась первые же часы после выхода ролика на втором канале MPTube, обязательно посмотрите, когда досмотрите новостной выпуск. Так что, все, что можно сказать, мое уважение продуктивности группы. Вот в туре находятся, пошли в отель и поработали, там позаписывались. Пацаны вообще, ребята, уважение Фрирачи, двигаемся дальше. А далее у нас победители K-World Dream Awards 2025, и давайте подробней. Церемония награждения K-World Dream Awards 2025, главное событие в сфере популяризации корейской культуры, завершилось эффектно, порадовав поклонников кей-поп по всему миру. Церемония началась 21 августа в 18:30 по корейскому времени на крытом стадионе Джамсир в сеульском районе Сонпа. Ведущими мероприятия стали Чон Хён Му и комик Чан До Йон. Пожалуйста, вот списки победителей. Bonsan, iLead, X-Dinary Heroes, NCT Wish, IVE, Stray Kids, Le Sserafim. Награда за лучшую музыку G-Dragon, IU, Day6, Rosé из Blackpink, лучший альбом Seventeen, NCT Dream, ENHYPEN, aespa, Play. Лучшая цифровая музыка IU, награда Суперновичок, Ахов, Kickflip, Hearts to Hearts, Kiki.
награда Бенд года Dragon Pony, награда мировой музыкальный артист K-World TXT, выбор слушателей B2B Пол Ким, выбор журналистов Ле Серафим NCT Wish, лучший саундтрек Huntrix Golden, лучшая бенд-группа Lucy Exinary Heroes, лучшее выступление NCT Wish Gravity 50-50, лучший музыкальный клип iLead Triple S Ян Поси. Награда за популярность сольный артист Чан Вонён Изаев, Пак Джи Хён. Награда за популярность группа Stray Kids Юнис. Награда K-World Class TXT Ле Серафим Stray Kids IVE. Награда K-World Dream за лучшее видение 50-50 Close Your Eyes. Награда лучшему продюсеру Со Хён Джу, исполнительный продюсер Starship Entertainment. Лучшая женская группа IVE, лучшая мужская группа Stray Kids, лучший музыкальный универсал Кан Даниэль Кве. Лучший трот-артист Пак Со Джин, Пак Джи Хён. Вот так вот, всех поздравляем, успехов, счастья, здоровья и побольше новых релизов. Двигаемся дальше. Далее у нас Корейский институт бизнес-исследований, как обычно, торжественно представляет рейтинг репутации певцов. Давайте подробней. 30 место Чо Йон Пиль, 29 Vibe, 28 Экса, 27 Пак Джин Йон, 26 Чон Дон Вон, 25 Idol, 24 Биби, 23 Promise 9, 22 Hats to Hats, 21 Йон Так. 20 Кики, 19 Зозас, 18 Ли Чан Вон, 17 Биг Бэнг, 16 iLead, 15 Ити, 14 Пак Джи Хён, 13 Эспа, 12 Пак Со Джин, 11 Каве Гаден, 10 Day6, 9 Red Velvet, 8 Twice, 7 Seventeen, 6 Ким Йон Бин, 5 Айв, 4 Сай, 3 Blackpink, 2 Лим Йон Ун и 1 место BTS. Всех поздравляем, счастья, здоровья, успехов и двигаемся дальше. А далее у нас участник группы Кортис восхищается участником группы BTS, который помог ему принять важное решение. Давайте подробней. Новый бойсбенд Hype Кортис уже с момента дебюта привлек к себе большое внимание. Особый интерес фанатов вызвал один из участников, Мартин, который в интервью Spotify 20 августа поделился своими источниками вдохновения, амбициями и тем, что побудило его стать айдолом. На вопрос о том, каким артистом он восхищается, Мартин ответил без колебаний: RM Сонбим из BTS. Именно он вызвал у меня желание присоединиться к этой компании. Мне есть чему у него поучиться, как у лидера, я бесконечно его уважаю. Это заявление удивило многих фанатов, которые напомнили, что Чонгук присоединился к Big Hit по той же причине. С Чонгуком была та же история. Цитата. Некоторые пользователи подчеркнули преемственность этого влияния. Чонгук присоединился к Big Hit, потому что Намджун казался ему крутым. Спустя годы Мартин присоединился по той же причине, что и Чонгук. Фанаты также прокомментировали влияние РМ на новое поколение айдолов. Так приятно каждый раз, когда новые айдолы говорят о своем восхищении РМ. Наш лидер действительно талантлив, он заслуживает всей этой любви. И я желаю всего наилучшего Мартину и группе, мне очень нравятся ваши дебютные песни. Некоторые добавили: Джун привлекает фанатов с тех пор, как занимается музыкой, а это практически вся его жизнь. Так много людей восхищается тобой, Джуни. Другие напомнили о роли РМ в привлечении талантов. Намджун не просто набирает айдолов в компанию, он набирает талантливых айдолов. Столь явное восхищение побудило некоторых пользователей предложить воздать должное РМ внутри Хайп. Хайп уже прямо сейчас должна поставить статую Намджуна. Другой фанат добавил: я нахожу восхитительным то, что айдолы 3-го и 5-го поколения с разницей в 12 лет присоединились к этой компании именно из-за Намджуна. Пора поставить статую РМ в Хайп, да-да. Некоторые с юмором резюмировали важность РМ. Намджун, отец кей-поп. Кортис официально дебютировал 18 августа 2025 года с синглом What You Want. В группу входят Мартин, Джухун, Квон Хо, Сон Хён и Джеймс. В общем, пока у группы все довольно-таки неплохо и хорошо. И видите, один из участников пришел в группу из-за Намджуна. Вот так вот влияние лидерское распространяется не только на своих пацанов, но и пацанов из других коллективов. Может и на пацанес тоже. Всех, кого привел в Big Hit Music RM, мы тут не перечислили. Так что всего хорошего, как и группе Кортис, и Мартину, и Рэм, вообще всем добра, чтобы все было у всех хорошо. Двигаемся дальше. Внимание, внимание, приготовьте защитные маски на лицо, чтобы не пробить фейспалмами свои лица. У нас тут снова якобы отношения Дженни и Тэхёна. Наберите воздуха в грудь, сейчас будет, либо кринжово, либо смешно. Давайте подробней. Дженни из Blackpink недавно была замечена в Лос-Анджелесе, что возобновило слухи о ее отношениях с Ви из BTS. Эта тема вызвала бурные споры как среди международных фанатов, так и среди корейских интернет-пользователей. Впервые слухи о них появились в декабре 2021 года, когда Ви недолгое время был подписан на Дженни в соцсети, а они усилились в мае 2022 года после того, как в сеть попали предполагаемые фотографии пары с Чиджу и обострились в мае 2023 года, когда их заметили гуляющими рука об руку в Париже. Хотя их агентства никогда не подтверждали отношения, серия утекших в сеть фото укрепила веру в их неофициальные отношения. Еще раз, все это домыслы, слухи, ничего официального никто не объявлял. Мы просто такие новости с вами изучаем, чтобы понимать, что есть люди, у которых проблемы с личным временем, они занимаются всякими сомнительными вещами, типа женят артистов.
С уходом Ви на военную службу в 2023 году многие полагали, что отношения закончились. Однако после его недавнего возвращения из армии иностранные фанаты начали предполагать, что роман двух айдолов, возможно, возобновится. Некоторые указывали на лайки в соцсетях от знакомых и одинаковые брелоки, как на подсказки, в то время как другие распространяли слухи о том, что Дженни отправилась в Лос-Анджелес, чтобы воссоединиться с Ви, который уже некоторое время находится там. Цитата. «Друг Тэхёна из армии лайкнул этот пост, значит Дженни и Тэхён все еще вместе, и еще продюсер Дженни лайкнул тот же пост, теперь в этом есть смысл, что ж, поздравляю, ахахахаха». Значит, у Blackpink перерыв на 2 месяца, и Дженни вернулась в LA, чтобы увидеться с Тэхёном. Париж 2.0 случится в Лос-Анджелесе. Концепт в том, что и Дженни, и Тэхён находятся в LA прямо сейчас. Корейские пользователи сети, однако, отнеслись к этому скептически. Многие отвергли возобновившиеся домыслы, назвав их фанатскими слухами, оставляя комментарии вроде «Перестаньте вести себя как иностранные фанаты и распространять беспочвенные слухи. Это все та же старая история, переработанная заново 5-кратно. И не обращайте внимания на это просто сталкерское поведение». Вот другие комментарии тоже есть. А гейс Бантан Gallery притворяются иностранцами, распространяя слухи. Они уже вчера создавали проблемы в Бантан Gallery, лол. У меня сохранился PDF. Перестаньте беспокоиться. Некоторые просто обожают писать длинные тирады, одно и то же каждый раз. Занимайтесь своими делами, а не переживайте о личной жизни других. Беспокойтесь о собственной личной жизни, лол. Они хорошо смотрятся вместе, в чем проблема? Эти психи реально жуткие, лол. Честно говоря, они тоже люди. Конечно, они должны встречаться, любить кого-то. Так моя звезда сможет быть счастлива и по-настоящему сиять от всего сердца. Но раз уж айдолы зарабатывают на фан-сервисе и притворяются, что встречаются с фанатами, им стоит хотя бы постараться не попадаться. Серьезно, никогда не попадаться. Мы не можем узнать, встречаются они или нет. Почему бы нам не спросить их самих и не рассказать нам? Даже если встречаются, ну и что, оба красивые и успешные. Почему свиньи из подвалов так завидуют? Ха-ха-ха, это смешно. И многие другие комментарии. Ну, хоть и груб был тон тех, кто сомневался, но, по крайней мере, большинство людей сомневается и считает, что не нужно лезть в личную жизнь артистов, а я в очередной раз задаюсь вопросом, где такое бесконечное количество свободного времени раздают, чтобы тратить его на всякие бесполезные занятия, типа женить айдолов. Конечно, кто-то в комментариях найдется, кто скажет, что это на самом деле просто отвлечение внимания, так все есть, а потом придут вот эти вот сомнительные личности, которые за скрепы и все традиционно, но при этом женят парней из группы. Ну, ладно, очень много взаимоисключающего в комментариях встречается. Не будем о грустном. В целом, это просто инфоповод, который стоило разобрать, опять же, в концепции, что ничего нет, официально не подтверждено, пока нет официальных подтверждений, как бы ничего и не доказано. Все, успокойтесь. Все одинокие и грустные, на самом деле, в душе желают тепла и покоя, но ни у кого никого нет, скорее всего. А может быть и есть, какая разница? Я еще раз подчеркну, что в первую очередь надо интересоваться музыкой и тем, что делают люди, а не тем, что они делают за кадром, когда уходят к себе домой. Ну, да ладно. Артистам успешного продвижения и двигаемся дальше. Лицо, которое заставляет остановить взгляд. Это Ви из BTS, и каким образом он останавливает взгляд, давайте подробней. Все внимание приковано к Ви из BTS, который украсил обложки сентябрьского номера журнала W Korea. После объявления 5 августа о том, что Ви станет главным героем сентябрьского выпуска, в социальных сетях начали появляться различные материалы, дающие возможность заглянуть в загадочную атмосферу, созданную айдолом. 22 августа W Korea представили полный фотосет мирового артиста в эффектной коллаборации с Селин, где Ви стал главным героем дебютной работы креативного директора Майкла Райдера. Весенняя коллекция 2026 года раскрылась через его безупречный стиль. Фотографии прилагаются. Фотосессия запечатлела Ви в разных образах Селин, акцентируя внимание на последних новинках бренда и подчеркивая его поразительно гармоничные черты. При этом собственное видение айдола оказалось не менее впечатляющим. Айдол предстал в самых разных образах, демонстрируя и классику, и смелые акценты бренда. Среди представленных аутфитов красный жакет Грэхэм в сочетании с джинсами, полосатой рубашкой и галстуком, дополненные аксессуарами и культовой сумкой Luggage или Luggage Bag. В другом образе Ви появился в строгом черном костюме с рубашкой, ожерельем и серьгами, подчеркивающими изящность его силуэта. Не обошлось и без спортивной нотки. Айдол примерил свитшот классического кроя, под которым виднелась красная полурубашка, а также парку цвета хаки, сочетая ее с белым топом и рубашкой с принтом. Сильный акцент в съемке сделали красная кожаная куртка, стилизованная с голубой рубашкой, шарфом и бежевыми брюками, а также байкерская куртка с подвесками и яркий синий шарф, создающий более дерзкое настроение. Дополняли фотосессию футболки с логотипом Селин, ремни, аксессуары и обувь из новой коллекции. Каждый образ был выстроен так, чтобы подчеркнуть узнаваемый стиль Селин и выразительную внешность Ви, превращая съемку в настоящую галерею современного мужского стиля.
Пожалуйста, некоторые фотографии, да, у нас уже попадались. Ну, когда демо-версия вот этой новости у нас была с вами доступна, теперь это уже полноценная. Сколько влезет, я вмещу, подольше поговорю, чтобы посмотрели на все фотографии. Ну, по-прежнему и модели фотограф оба хороши. Могут, умеют, пожалуйста, вот все фотографии. Хорошие образы, кстати, кожаные куртки довольно-таки неплохие. Вот особенно черная. Вот даже очень интересная. И это пальто. Ладно, о чем я говорю, у меня буквально это одна футболка в каждом видео, так что не мне, наверное, про моду рассказывать. А вдруг на самом деле у меня целый шкаф забит модной одеждой от всех брендов, и они на самом деле присылали мне все эти пакеты с одеждой, про которые я шутил. А я просто притворяюсь, что я не модный. Вот, все, вроде фотографии закончились. Как вам новость, пишите в комментариях. Артисту всего хорошего, счастья, здоровья и двигаемся дальше. Далее у нас интересная новость, которая связана с Ким Джон Куком и Чонгуком из BTS одновременно. Давайте подробней. Новость переводится на ходу. Где был его друг по спортзалу Ким Джон Кук, когда Чонгук из BTS позировал с бодибилдером Ма Сон Хо, известным по своим появлениям в видео Ким Джон Кука на YouTube? Правда, наконец-то всплыла на поверхность. 29 июля 2025 года Ма Сон Хо опубликовал фотографию с суперзвездой Кей-поп, который он в шутку назвал другим Чонгуком. Фотография, естественно, привлекла много внимания благодаря камео участника BTS, но Ким Джон Кук остался недоволен результатом. Цитата. «Ма Сон Хо сфотографировался с Чонгуком из BTS, и я точно там был, мы втроем тоже сделали фото, я никогда не прошу фотографироваться первым, будь то Ви или Чонгук, но в тот день Сон Хо сказал: Хён, давай сфотографируемся, так что мы втроем сделали классное фото». Но потом в своем запретграмме он выложил только то, где были только он и Чонгук. Честно говоря, был задет. «Что я, какой-то скандальный, не поддающийся фотосъемке человек?» Сказал Ким Джон Кук. В ответ Ма Сон Хо пояснил, что он надеялся защитить Чонгука и не оставлять Ким Джон Кука намеренно в стороне. Ма Сон Хо: да, мы сделали две фотографии, на одной были все трое, а на другой только я и Чонгук. Я спросил Чонгука, можно ли загрузить фото, и он согласился. Но на одной фотографии лицо Чонгука было видно полностью, а на другой он был в маске, поэтому я выбрал фотографию с маской. Ким Джон Кук: ты хочешь сказать, что Чонгук сказал тебе не загружать фотографию анфас? Ма Сон Хо: ну нет, просто я был осторожен. Будет ли опубликована та самая фотография, где есть все трое и видно лицо Чонгука? История пока умалчивает, однако Ким Джон Кук, видимо, немножко разочарован, как же это босса кей-поп-качалки не показали в кадре. Но будем надеяться, что ему это компенсирует свадьба, которая у него совсем скоро. Так что такая вот история, как она вам, пишите в комментариях. Если ходите в спортзал, тоже можете рассказать, какие упражнения делаете. Всем вышеупомянутым артистам всего самого хорошего и всех благ. Такой у нас сегодня был выпуск, возможно будет сцена после титров, если появятся новости дополнительные на монтаже, так что смотрите до конца. Кроме того, если вы тут впервые или давно без подписки, ай-яй-яй, надо подписаться, ну-ка подписывайтесь быстро. Лайки, колокольчики, комментарии, подписки, это все поможет продвижению новостей. Мы не хотим превращаться в желтуху ради просмотров, поэтому надеемся на вашу адекватность. Я говорю мы, но у меня никакой команды на самом деле нет. Те, кто благодарят мою команду, да никакой команды у меня нет, я делаю все в одно лицо. Я бы хотел команду, но я один работаю, так что да. Вы поможете мне не сойти с ума от чтения всех комментариев, которые приходят на модерацию, если подпишетесь, и продвиньте нормальные новости вперед. Возможно, мы сможем потихонечку обогнать желтуху. Медленно, но уверенно. Так что вперед, это наша общая задача. И, как обычно, с вами был Максим. Я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока. А вот и титры, как обычно, самый свежий релиз на экране. Вот он здесь, пожалуйста, смотрите, изучайте. В следующем выпуске, по идее, уже должен быть новый показанный релиз. Я хочу успеть его выпустить до конца августа. Я все-таки планировал по одному треку в месяц. Надо успеть обязательно. Хотя из-за отпуска немножко сложнее было это сделать. Но ничего, уже финишная прямая. Что еще? Ну, стрим у нас тоже будет в конце августа, то есть, конец августа это вот эта неделя, на которой мы находимся, соответственно, в четверг уже будет стрим, хочу я этого или нет, а я хочу. Так что да, готовьтесь, в четверг будет стрим у нас, это я скажу по календарю, какой у нас день, я календарь переверну, и снова у нас будет 28 августа, вот. Разберемся 28 августа с вами, поговорим, пообщаемся. И что еще? Спасибо всем, кто смотрит до конца, вы супер уважабельные люди. Еще раз спасибо бустерам, тем, кто подписался, новым подписчикам Бусти тоже большое спасибо. Все, вот, всем уважение. Сейчас либо сцена после титров, либо монтаж начался.